Привет! После того, как мы увидели уникальное драконовое дерево в садах Ротшильда и попробовали его плоды, а плодоносит оно, кстати, один раз в 15 лет, мы решили пройти пеший маршрут по окрестностям парка. И простая, незапланированная прогулка привела к неожиданным открытиям. Так что присоединяйтесь к нам в этом приключении, когда мы исследуем древний Иродианский дворцовый комплекс. Для ленивых есть стоянка рядом с парком. Стоянка платная, она стоит 25 шекелей. Но мы поставили машину за территорией, не из-за того, что нам жалко 25 шекелей, а из-за того, чтобы пройтись вот по такому маршруту. Смотрите, какая красота. По природе, 1,5 километра в одну сторону. Смотрите, по дороге мы увидели какие-то развалины. Конечно, мы сюда свернули. Как без этого? Вообще интересно вот так бродить и открывать какие-то интересные новые места. Даже если идешь и не знаешь, куда ты идешь, может быть, в этом есть тоже какая-то прелесть. Мы здесь не одни. Ой, запахи вообще. Зимой в Израиле благодать. Все цветет. Интересно. Ведь когда-то, наверное, здесь был какой-то город. Интересно, чей он был. Вариантов несколько. Римский, византийский, османский. Вот что удалось узнать об этом месте. То, что археологи здесь откопали, оказалось Иродианским укрепленным дворцом. Он был окружен крепостной стеной толщиной 2 метра и башнями. Предполагают, что это возможная резиденция царя Ирода или одного из его сыновей. Эту гипотезу многие археологи не поддерживают, но взамен ничего не предлагают, ибо кому бы еще властитель позволил соорудить крепость в центре страны? Ко дворцу прилагается баня, источник и голубятня, то бишь колумбарий. Но самое выдающееся в этом комплексе – это источник. О нем я узнала у семейной пары, которая повстречалась мне здесь. Куда я без источника? Обязательно нужно посмотреть на источник, поэтому иду вниз. Это по дороге. Похоже, цистерна. Да, это цистерна. Вот эти остатки строения округлой формы и есть голубятня, где разводили голубей. В то время популярная еда. Акведук Эйн-Цур, что означает «скальный источник», считается одним из самых совершенных в Израиле. Он единственный, который сегодня несет свои воды так же, как и в древние времена. Акведук датируется I веком до нашей эры. Существовало поверье, что воды источника обладают целительной и омолаживающей силой. По ходу течения источника были обнаружены 2100 монет византийского периода. Смотрите. Живой источник, водичка бежит. Женщины приходили сюда, надеясь повысить свою плодовитость, окунались в воды источника и бросали в воду монеты. И все. Дальше проходить нельзя.
Жалко. Вода из источника Энцур поступала также в баню, которая датируется римским периодом. При банях был огромный бассейн, куда поступала вода из источника. Спустившись на 7 ступенек, посетители попадали в раздевалку – эподитериум. Здесь находилась ванна с холодной водой. После погружения в холодную воду они входили в тепидарий – теплую сухую комнату, предназначенную для постепенного разогрева тела, а затем следовали в горячий зал – кальдерий. Планировка бань аналогична иродианским баням в крепостях Массада и Иродион. Вот эти два бассейна, наполненные водой, построены членами поселения Тель-Цур-Бейтари. Вода в них из источника. Представляете? Не думаю, что кто-то захочет в нем искупаться. Вода такая, скажем, не очень чистая. Но мне кажется, когда жарко, по-моему, всем пофиг. Залезть может каждый. Видите, вода не стоячая, вода проточная. Ух ты. В первом веке нашей эры, после Великого еврейского восстания и завоевания этих земель римлянами, Иродианский комплекс был заброшен на несколько сотен лет. И только в конце османского периода здесь была обустроена деревня с малосимпатичным названием Ум-эль-Алак, что означает «мать пиявок». Видимо, в этих краях этих тварей было дофига. В современном звучании название этого места Хурват-Элек. В какой-то момент эти земли каким-то образом оказались в собственности хайфской христианской семьи Хури. Ими была по соседству обустроена ферма, а для своих работников они построили мечеть.
Вот это то, что от нее осталось. Вы только посмотрите. Вот так люди проводят выходные. Молодцы, конечно.